Привет, ребятки! Только что демонтировала видео с Орхидиума и поняла, что надо хотя бы пару минут записать вступление, чтобы было понятно, что там вообще происходит. Не могу перестать улыбаться. На самом деле, само видео получилось каким-то сумбурным, что ли. Это был вечер второго дня, все уже потихонечку начинали закрываться, и я наконец-таки нашла время для того, чтобы пробежать все, что успела пробежать. Мне показалось, что получилось довольно-таки позитивненько и задорно. Да, местами как-то очень странно, я понимаю. С одной стороны, все вроде как уставшие, а с другой стороны, все такие на позитиве и на заряде бодрости, что ура, мы это сделали, мы эти 2 дня пережили, и все вообще очень здорово и замечательно. И еще одна маленькая ремарка к тем, кто будет писать по поводу качества съемки, друзья. Мы с космолетом первый раз на подобном мероприятии. Простите меня за пальцы в кадре. Вот просто. Надо было взять с собой штатив, но я еще не научилась им пользоваться, потому что это вот тот вот штатив, который делает вот это вот все вместе с камерой, держит горизонт, держит вертикаль, горизонталь, но я еще с ним не разобралась, и поэтому снимала, да, вот так вот с рук, да, пальцы там будут, простите меня заранее, и не надо мне писать об этом в комментариях, я в курсе, я исправлюсь, просто я еще из того поколения, которое заворачивала пульт в пакетик. Следующая выставка будет снята лучше. Да, и у меня получился прям вот час времени, я не знаю, сколько это будет грузиться. Все, погнали. Привет, ребят, на связи Белочка. И вот у нас, да, вот такой Орхидиум у нас сегодня будет. Это Оксана Павловна. И мы сегодня с вами, наверное, сейчас обернемся. Да, сделаем... Все такие лохматые. Мы сегодня с вами сделаем необычный обзор. Сегодня уже все уставшие, вечер воскресенья. И мы пойдем с вами не сверху, а снизу. Пойдем вниз, да, потому что там экспоненты, до которых очень многие обзорщики просто не доходят. А уставшие мы сейчас дойдем. Ты со мной? У кого-то Орхидиум в субботу, у меня Орхидиум еще с понедельника. Улыбаемся и пляшем. Так, Оксана Павловна нас покинула. Это было внезапно, очень быстрое вступление. Мы с вами спускаемся вниз, где все едят и немножечко гадят. Я шучу. Просто потому, что здесь туалеты. На меня оборачиваются люди, но мне сказали, что не надо стесняться, надо просто снимать и разговаривать, как будто вокруг никого нету. И я попробую. Здесь очень много вкусняшек. Мы все, да, голодные. Цены, конечно, космические, но, ребята, это просто потрясающе. Так, ну нас интересует... Интересует, нет? Интересует, но мы пойдем пока дальше. Вот, это вот тот самый горшок, который я выиграла на предыдущем Орхидиуме. И поменяла его на вагон маленьких. Это, ребята, кстати, очень рекомендую искать их на маркетплейсах. Даже есть. Да. Вот, визиточка, вот все контактики. Смотрим и идем дальше. Сортовые сингониумы. Кстати, на Монстериуме будете? Да. Отлично. 71 стол, мы встретимся с ними на Монстериуме, потому что сейчас уже все уставшие, а на Монстериум я приеду прям снимать. Я не слишком громко говорю? Это я у вас. А то я что-то общаюсь сама с собой. Какая же красота, а? Вы видели? Какая прелесть. И забыла, как называется, это рыбья кость. Еще раз громко это слово, да? Нет, это тортум филадельфия. Тортум, вот он, Фил Тортум. Моя мечта, на которую у меня сейчас уже денег нету, потому что зарплату мне еще не заплатили. Ой, на самом деле... да, я же пишу во второй день, так что я все уже могу рассказывать. Я говорила еще раньше, что я еду на Орхидиум без денег. Вот, я поеду обратно налегке, но... Ребят, так, во-первых, это Гринч Мари рассказывает, что делать. Она вообще вся стекла, и потом уже ставим на свое место. С огромной ксерографикой. Даже? Да, это А сколько она такая стоит? Она вот это такого размера, оно того стоит. Да. Шикарная. Гринч Мари. На Монстериуме будете? Отлично. Да. Но ее не будет уже.
Мы до Монстериума Какая и еще в одном маркете будем. И вот это вот. И Гринч Мария, они будут на Монстериуме, так что кто не успел на Орхидиум, на Монстериум, вы успеете. Вот это некуда деть. Это можно к потолку подвесить, к люстре. Все, я не мешаю с ребятами, мне кажется, я слишком много разговариваю. Так, это какие-то знакомые девушки, по-моему, я их по телевизору видела. Да. Да, вот. Я не знаю, где я вас видела, но лицо знакомое и очень красивое. И все блестящие. Wild Fern, да, вот они. Вот они, я наконец-таки к вечеру второго дня к вам попала. Мы там разыгрывали наверху. Шикарные ваши штуки. Так. А вы же на Монстериуме был? Вот, я, наверное, сейчас буду у всех спрашивать, будут ли они на Монстериуме, потому что вечер Орхидиума вы уже не успеете просто приехать и это все дело купить. А на Монстериум, так, во-первых, давалия должна быть у каждого в доме. Вы же помните? Это ж давалия. Да. Вот, и вот такие вот кудрявые кудрявости тоже. А вы вчера на розыгрыш отправляли такого усатого товарища. Есть еще? Показать, где? Я сейчас ребятам покажу. Сейчас нам его ищут. Пока нам ищут папоротник, в общем, его выиграл наш дядечка, я у него его отобрала и бегала, прыгала с ним. Да, это маленький, а был такой же, только втрое больше и уже вот с огромными корнями. Кто меня смотрит, вы знаете, что у меня такой живет дома, и он на самом деле похоже на другое. Да. Я это не выговорю, будьте здоровы. У папоротников иногда такие названия, как будто кто-то чихает. Красота. Вот, и я всем рассказывала, как он быстро растет, как он вообще... Он у меня приклеил корень к стене и все равно продолжил расти. Но вот эти вот кудрявости просто очаровательные. Это, кстати, кто? Это... Запоминайте. Шикарные кудрявости. И еще у меня, кстати, очень весело растет вот эта вот фиговина. Вот эту вот. Я брала на Монстериуме. Прям, да. Я брала прям козявочку. Она так вымахала, она вот каждый следующий побег выдает все больше и больше. Так, я, наверное, к вам еще вернусь. Да. Пока у нас там затишье вроде. Какая же красота! А синюшные есть папоротники? Не, которые прям такие вот. Которые... Нет, только вот такие вот. Вот такие. Да, вот чего-то близкое. Да, вот они потом такие становятся темненькие, синие. Ага, прикольно. Так, все, не задержимся, побежали. Дальше я вернусь. Ну, наверное, уже бесполезно показывать. Выложу я это все равно в понедельник. Розовый Адиантум. Да, отлично, все, не мешаемся. Тропики дома — это рязанские ребята. Вот, наверное, сейчас я про них расскажу все, потому что когда я в 24-м году лежала в Рязани в больнице Симашко, мне прям туда привозили ребята мой заказ, который я делала с Авито, и вот именно так я с ними познакомилась. Но ни на весеннем Монстериуме, ни на Орхидиуме до я к ним не подошла, потому что дико стеснялась. А теперь мне сказали, что можно пойти поснимать и не стесняйся ничего говорить на камеру. Так что вот, смотрите, замечательные ребята. Спасибо. Вот, на Монстериуме будете? Вот, будут на Монстериуме. У них очень много всяких флорариумных интересных штук. И, кстати, все, что вот они мне тогда в 24 году привезли, оно у меня растет до сих пор, ничего не померло и не пересаживал я это все очень долго. То есть они прям работают, молодцы. Наверное, вчера утром здесь было всего гораздо больше. Так, а мы идем дальше. Медные подставочки. Медные подставочки будут на Монстериуме? Будут. Отлично. Значит, это будет небольшой анонс Монстериума.
О! Так, это для оплаты, а это... А там сайт или что-нибудь? Сайт и в Телеграме, ВКонтакте и везде. Ну, в общем, вот. Эти. Обратно аккуратненько и побежали дальше. Так. И побежали дальше. Там у нас своп. Туда не подобраться. Мне, по крайней мере, точно. Так, и мы еще должны пройти с вами вот этот вот кружочек. Со всякой зеленухой, со всякими вот такими вот штуками. Ну, кстати говоря, за такую композицию в керамике вполне себе вменяемый ценник. Всякая сопутствующая милота. И немножечко телансий. Немножечко телансий тоже продается. Какая красота. Так, почесали дальше. Я знаю, куда я иду. Сейчас вам все расскажу. Я иду к ребятам Lemons Garden. Так, мы сейчас будем пытать молодого человека. Я к молодому человеку... С какой стороны красивее? А, вот с этой. Я к молодому человеку вчера подходила и говорила, что он виноват в том, что у меня дома появился весной лимон, и он растет. И он растет именно по тем советам, которые он мне выдавал. Вот, он большой молодец. Спасибо большое, да, что заходите. И на самом деле, несмотря на то, что он очень хорошо и юно выглядит, опыта у него, как у... лет на 300, в общем. В своем деле разбирается. Вчера читал лекцию. Лекция по инжиру была. Да. Он говорит, что можно зацвести и заплодоносить. У нас весной еще будет лекция по инжиру, я думаю, тоже в рамках Архидиума, так что приходите. А на монстериуме будете? На монстериуме мы будем, лекции я не буду читать. Ага. То есть можно приехать на монстериум и просто пытать молодого человека лично. Да, приходите. Его конечно. советы работают. Кстати, лимон я так и не пересаживала с монстериума. Хорошо себя чувствую. Хорошо себя чувствует, пьет, растет. Здорово. Да, пока не цвел, но я от него этого и не требую. Он зацветет и заплодоносит. Мне сейчас важно, чтобы он немножечко заветвился и подрос. Вот, а еще они выращивают вот такие вот штуки с глазами. Представляете? Может быть, однажды он прочитает лекцию, как вырастить вот такую вот штуку или вот такую. Хотя вот такую, наверное, вырастить гораздо проще, чем вязаную. Ой, какая прелесть. Ми-ми-ми. Так, визитка, сайт, вся эта красота. Lemons Garden можно найти в Телеграме. Просто набить Lemons Garden. Вот, да, правда. В Телеграме. Я на них в Телеграме подписалась, вам тоже советую. Так, Приходите, всех ждем. да. Так, все, здесь мы все видели, теперь мы пойдем наверх. Это, наверное, первый архидиум, который я начинаю именно снизу. Всегда все начинают сверху. Так, побежали. Побежали, Катя. Катя, помаши ручкой. Так, пока я не охрипла совсем, нам надо добежать. Так. Бежим. Ну, вот здесь все знают, здесь продают электронные и не очень электронные билеты. Здесь дарят и продают аминосилы, а еще у них... Ну, какая красивая картиночка-то получается. А еще у них тоже была какая-то лотерейка, но я в нее не попала, потому что я работала. А это дядечка, который 2 дня здесь стоит, за все ответственный. И у всех проверяет билетики. И вот мы наконец-таки зашли. Опять-таки, я всегда хожу, начиная с того края. А теперь мы пойдем, раз мы пошли снизу, мы пойдем с этого края. И мы начинаем. Кто меня просил? Людмила, вот здесь миссис Смит. Кто просил обзор? Хой. Держите. Какова красота. Давайте я вот так вот ладошечку рядышком. Раз. Ну, здорово же. Так, еще раз напомню, что я приехала на Архидиум без денег. И поэтому я даже цены спрашивать не буду. Но и очень сильно постараюсь ничего не трогать, потому что свежие листики хой, мои они, не мои, на продажу или нет, лучше, конечно, не лапать. Смотрите, сколько всего.
Можете ставить стоп-кадр, смотреть, там где-то есть сцены, угадывать сорта. Вот какая прелесть! Знаете, если бы я, наверное, пришла сюда с кошельком, я бы ушла без него. Красота! Просто красота! Мне кажется, мы утром первого дня с вами здесь были, да? И здесь были какие-то очень цветные, красивые ваети. Все, их больше нету. Зато есть вот такие вот штученьки. Вы понимаете, какой здесь цвет? А это кто? Я же тебе сказала, что я... Ай-яй-яй, какая красота. Ай, какие же корни, вы это видели? А это кто? Скажите, пожалуйста. Каудата Ред Лиф. Да, Ред Лиф. Все, поняла. Я вас видела. Вот, все, я наконец-таки пошла снимать обзор всего вечером второго дня, когда работать уже лениво, и когда все разобрали, а просто было некогда. Так, сейчас всех обходим, я хочу еще второй краешек чуть-чуть подснять, потому что здесь тоже очаровательные слоны. Как же я люблю слонов. Не забываем, заходим. Будем в нижний зал, тоже все там смотрим. Много красоты, всего славного, полезного. Нижний зал, по лестнице направо, еще раз направо, все увидите. Просто пока в микрофон говорят, я помолчу, потому что вы меня все равно не услышите, я просто буду показывать. Нижний зал, через по лестнице, будьте любезны, проходим. Так, мы закончили трепаться. Второй раз я подхожу к... Ну, кстати говоря, мы здесь с вами были в 8 утра в субботу. Это все, что осталось, включая то, что достато из больших коробок внизу к вечеру воскресенья. И все равно здесь есть что выбрать. Девушки Small Red Plants просто молодцы. На Монстериуме будете? Да, они будут на Монстериуме. Отлично. Это же просто здорово. У меня, наверное, от них половина всех моих телансий, учитывая самых-самых слонов. Ай, какая красота! Так. Эти? Во. Так, и девушки будут на Монстериуме, Small Red Plants, причем, по-моему, на этом же месте, если я не ошибаюсь. А дальше у нас идут хищники. Сейчас мы горячку обойдем. Сейчас мы всех обойдем. Ладно. Вот они. Это тоже один из моих самых-самых любимых столов, к которому я обычно боюсь приближаться, потому что здесь все прям хищное, и у всех есть имена. Представляете, вот такой вот дома у себя поселить прям с именем. Родя, кушать. У меня мошки завелись. Ха. Ой, какая прелесть. Микронепентесики. Ну, кстати говоря, знаете что? Вполне себе вменяемый ценник. А вот так вот они окрашиваются, по-моему, под яркими лампами. Но вообще про хищников я слышала, что их надо прям светить. Я сейчас попробую добраться до волосиков. Видели волосики? Вот. Ну это же круто. Хищников можно рассматривать вечно, но нам с вами надо рассмотреть еще половину орхидиума. Ай, какая красота! Так. Здорово. Ну-ка. А что это за капуста вообще? Цветная капуста. Так, сейчас я вам покажу, если мы это увидим. Видите, в кувшинчике жидкость. Это вот как раз та самая пищеварительная жидкость. Это не специально туда налили, это вообще здорово. Просто космические растения. О! Вашему вниманию, жирянки. Колян, Вован и Алена.
очень-очень приятно. Я хочу добраться до... Сейчас мы не будем мешаться детям, я просто сделаю вот так. Или вот эту. Это жиряночки, которые мне весной такие дарила Наташа с какими-то своими или не своими детками. И они у меня растут довольно-таки весело. Смотрите, какая прелесть. Она же хищная прям. Там. Так. Ловите визиточку. И пойдемте дальше, пока мы здесь не залипли навсегда. Бедная Елена, там и блочники, и блоки, и она будет, скорее всего, на Монстериуме именно продавать блоки. Красота. Так, ускоряемся. Владимир Маркин с редкостями, Владимир Чекмарев с редкостями, химия. Ну, к химии подходят все, наверное, кроме меня, потому я туда не подхожу, потому что вы и так все знаете. 10-й раз говорить о том, как работает вот это вот все. Сейчас не хочется уже просто потому, что горло болит, а вот это вот огромная целлогина. Мне хотелось бы сегодня еще немножечко показывать всяких интересностей и редкостей. Кстати, 2500, ну, прям вот безвозмездно, то бишь даром. Так. Эти. Смотрите, какая красота. Это вот эти вот козявочки. Понятно, что это остатки, пафики. Так. О, я вижу большие ринхи. Прям вот настолько большие. Так, это у нас архитектла со всякими редкостями. Энциклия. Мне бы ее, наверное, очень надо было бы. Морковочек чуть-чуть и, конечно же, котлейный сад и дендробиумный. У них всегда очень много всяких вот таких вот, скажем так, не фаленопсис. По вполне себе вменяемым ценам. Так-то. Вот смотрите, 200 и вон какой прям молодцы, ребята, архитектла. Какие огромные! Опять-таки, вот моя ладошечка. И вот оно пошло. Так, флорариум планс. Это у кого есть флорариумы, у меня нету, я в этом не разбираюсь. Я только разбираюсь немножечко в красоте. Ну, здорово же. Так. И там еще куча всего интересного, в чем я не разбираюсь. Вот такие вот малявкости. И совсем трава тоже есть. Так. Отходим. Ой, сюда нам надо зайти. Сюда нам просто надо зайти, потому что это мы сдували уже, да? У меня есть, да, я знаю ваш магазин. Вот в магазине есть литровые пакетики. Ай, Магазин может красота. работать сегодня, да? Да, до 8. До 8. Как всегда, до 8. Мы каждый день до 8. На какой станции метро? Октябрьское поле. Ну, кстати, как будто бы не так далеко. Да. То у меня... И сразу к слонам. Это красная Нива уже пошла. А вы там, кстати, не продаете ему сами? Причем, да, слышали, да, это уже вечер воскресенья. То есть это то, что осталось. А представляете, какое роскошество было, если вот это вот уже остатки? Темно-бордовый лист. Вот на этом месте начинает хотеться антуриумов. Просто хотеться. И всяких полосатостей, потому что оно все такое блестящее, такое прикольное. И огромное, прости господи. Немножечко даже неприлично выглядит. Так, триангулярисы. Жаклиночка у меня есть дома. Я теперь могу сказать, что у меня есть дома алаказии тоже. Какая прелесть.
козявочки. Красная Нива, кстати, еще немножко там фаленопсисов привезла. И он беглит еще сзади. Но, конечно, больше всего и красивее всего папоротников. Сейчас я с этого краешку чуть-чуть вам сниму. И пойду дальше. Обойду всех, смотрю. И. Биркин. Супер бум, я так понимаю. Даже ж. И поехали пора по папоротникам. Ой, какая волосатость. Давайте волосатость посмотрим. Вы же любите, что я люблю пушистиков? Вы же знаете, что я люблю пушистиков. Вот такая вот. Где-то здесь, кстати, я вчера видела сердечный папоротник. Но он, походу, от меня ушел. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от белочки ушел. Вот. Вот он большой и сердечный. Красная Нива точно будет на монстериуме, это я знаю. Точно же будет, да? Подтвердили. Ой, какой прикольный хил. И папоротник. Прям пластиковые листья, шикарно. Просто. Ой, какая прелесть! Какая прелесть! Оно похоже на клевер. Вот все ищут. Какой? 4-листный клевер? Да, красиво, да, 4-листный еще. Вот. А вот это А здесь столько листный, только, правда, не клевер, а папоротник. И он будет стелиться и разрастаться. Надо брать. Сколько стоит? Непонятно. не написано, может, на ней. Нет. А они сами говорят. Слушайте, прям вообще прелесть. Вообще красиво. Вообще очень красиво. Их здесь вон 2 осталось. Да. Ой. Милота. Да нигде ничего не написано почему-то. Ну, потому что они сами это все дело размножают и сажают. Так, и идем дальше. Я наконец-таки добралась до обзора. Так, прямо сейчас я не буду мешаться. Я сейчас пройду Калипсо Орхид. Это вот как раз про которых я вам рассказывала вчера на стриме. Вы смотрели стрим? Да, смотрели. Вчера были на стриме, смотрели вас и да. Вы слышали, что мы про вас рассказывали? Вы слышали, что я ничего не выиграла? Да, это вот как раз про шоколадки. Это московский магазин Орхидей. Я оставлю в описании контакты. У них есть телеграм-канал. И вполне себе вменяемые цены. А уж ассортимент, который девушки привезли. Сейчас я так раз. И вот такая вот красота получилась. Так, напомните, а у вас физический магазин есть? Да, в Саларьево находимся. Рядом с торговым центром Саларьево. А давайте погромче, потому что это сейчас пойдет в записи. Рядом с торговым центром Саларьево, Московская, 10. Очень-очень ждем. Очень-очень ждут. Да, вот такие вот замечательные девушки, они вам будут продавать орхидеи. Господи боже, какая же прелесть, а? Какой насыщенный глубокий цвет. А вот вчера были эти черные лебеди. О, кисоньки еще остались. Так, у меня денег нет, я просто спросить. Я просто люблю черного лебедя, его у меня еще нету. А еще мне нравятся эти вот маленькие, над которыми можно ходить и вот так вот делать. Да, вот мне нравится вот именно... Подарок. Да вы что? Пожалуйста. Друзья, на ваших глазах происходит магия. Мне дарят. Мне дарят. Я не зря, прости господи, стала блогером. Я пойду это тогда на место. Так, сейчас. В общем, мы сейчас с черным лебедем пройдем вот. Да, мне еще дали визитку, я вам ее обязательно покажу. Сейчас еще шоколадку. Я уже немножечко раньше вам успела сказать, что...
Ребятки, простите, пожалуйста, у меня был маленький технический перерыв на истерику, потому что мне не просто подарили черного лебедя. Я еще у девчонок выиграла орхидею. На распаковке обязательно покажу и скажу, что Спарксы меня теперь просто преследуют. Но мне разрешили, в общем, вот здесь вот стоит огромный вагон всего интересного, но мне разрешили подлезть вон туда, вот назад к мутантам, и я сейчас туда пойду, к мутантам. Сейчас раз. И к мутантам. А позволите, я маленькая, я проскочу. Эти? Да. Вот. Представляете, я в закулисье Калипсо Орхидс. На самом деле девочкам очень понравилось, они прям первый раз. Я вот, да, с этой стороны тоже чуть-чуть поснимаю. Здесь так здорово, так красиво. Узнаете? Узнаете. Вот. А мне разрешили пролезть вот сюда. Вот здесь у них отставлены странные мутантики. Ну-ка, если я вспышку включу. О, а вот так вот, да, допустим, будет виднее. Вот эта вот прелесть мне очень-очень нравится. Я не знаю, кто это. Но ведь здорово. Попкорн. Вот такая вот красота. Знаете, я чувствую себя Даной Узибо немножечко. Чуть-чуть. Какая Дорогие прелесть! посетители, дорогие участники, бонсаисты, не бонсаисты, все люди, которые любят все живое, красивое, зеленое, красное, синее. Здесь темно, поэтому я с фонарем. С листиками, с цветочками. Просто так, друг друга. Начинается у нас награждение. Вот, это да? очень приятная часть выставки. Выставка скоро закончится. Ну ничего. Да, у нас прекрасные я впечатления знаю, что о ней. выставка скоро Надеюсь, закончится. что и у вас. Блэкпиано кто искал? И вот студия «Бонсай», Павел Горбачев уже выкладывает на стол подарки, которые они приготовили, красивые дипломы Ай, какая! победителям на своей выставке студии «Бонсай». Поэтому, Я пожалуйста, нет. подходим. Я не местная. В белой кепке ищите, вон там вот стоят девочки в белой кепке. Выставка цветочных орхидей. Ромбли. Располагаемся приятным полукругом, кому как удобно. И ждем свое награждение. Я хочу еще к пафам. А что такое вот это вот? Становитесь, пожалуйста, просто чтобы не мешать, чтобы люди продолжали подходить к стендам. Ну как же здорово, а? Размещаемся и ждем Дуги. награждения, скоро все начнется. Какая нежность. И мимимишность. И вот это вот. Ой, нет, это морковный пирог. А вот и морковный. Вот они, красавцы. Так, девушки активно работают. Вечер. Так, все, а мы поехали дальше. Морковный пирог. Еще раз напомню, что ссылочку оставлю. Кому-то повезло с Дега. Да, для сравнения? Красивый, зеленоватый, прям просто очаровательный. Так, Петр Лапшин. Наверняка будет на Монстериуме, даже ж? Вот, значит, вот это вот мы внимательно будем с вами рассматривать на Монстериуме. Тут надо включать макрокамеру и прям разглядывать, ай-яй-яй-яй, как имбриката, да. Если ей подставить опору, она будет по ней ползти, как будто она живая. Какая красота. Так, сейчас, маленький технический перерыв, да. Так, поехали дальше. Суккуленты и стая сам тоже наверняка там будут. Здесь всякие горшочки ручной работы и без корней сансы. Без грунта. Без грунта. Всякие разные. И какой-то комок шерсти. Я шучу. Ой, какая мимимишность. Да, это не настоящий, да. Так. Потихонечку сворачиваются 33 орхидеи. Моя любимая Салют Фрагранс. Black Angel. Это вариация, которую я хочу. У меня цветет более популярная вариация. А я еще хочу вот такого вот маленького чертика. Вуду. Жду, когда у меня дома зацветет. Всякие специозы. Амабилис. У меня теперь есть. И
куча всего интересного. Так, и пойдем дальше. А дальше мне придется немножечко переозвучить, потому что, во-первых, на видео у меня голос совершенно сел, и меня не слышно, а во-вторых, началась церемония награждения, и там, конечно же, очень громко говорили в микрофон всякие приятные вещи людям, которые привезли просто потрясающие растения на выставку. Поэтому, да, немножечко с моим голосом, потом я вернусь. Елена Орхитрус, она привезла целое поле бульбовых орхидей, симподиальных орхидей и целую огромную поляну разных маленьких талумний, анцидиумов и других всяких интересных, но просто поразительных странностей и темных вант. А если кто смотрел мое видео с утра первого дня, там я показывала огромные, просто потрясающие цимбидиумы, которые она привезла. Ну, само собой, они закончились, наверное, за первые минут 20 выставки. А мы с вами идем дальше. Знаете, на орхидеях всегда как-то поразительно много папоротников. Я, на самом деле, абсолютно согласна с утверждением, что папоротники и орхидеи дома просто замечательно уживаются и смотрятся вместе потрясающе. Да, и меня начало тянуть на хищников. Они все-таки очень космически выглядят. Знаете, очень приятные цены для вот хищников, для того, чтобы приехать и выбрать то, что нравится. Ни пересыла, ничего. По-моему, очень приятные цены. Так, обходим, по-моему, вот это вот я уже вам показывала, но не перестаю этому удивляться. Так, и поехали дальше. Елена Троицкая, фиалки, все уже. О, Господи, я его снимала утром вчера. Это уже, наверное, далеко не первый экземпляр этого цвета, но мне еще нравится вот это. Сейчас мы сделаем прям красиво, ребят, вот так. Очень-очень аккуратно стараюсь все делать. Вы видели, как оно все сверкает? Да, это фиалки. Угощаем давление до бонсайных цветов, мы готовим раствором для применения в виде спрея. И, соответственно, попытайте еще немного препарат Витасел для улучшения корнеобразования. На монстериуме будете? Вот, отлично. Мы будем на монстериуме, мы там встретимся и просматриваем еще разок. Типа да. Orchid Store. Orchid Store всегда занимает довольно-таки мало места, но у них очень богатый ассортимент и всегда растения очень-очень хорошего качества. То есть это такие уверенные 2,5. И можно встретить сорта, которых на выставке больше нет. Вон, допустим, рок-н-ролла стояла, Dream Diamond, просто шикарный. Ну, да, конечно, цена соответствующая, это понятно. А дальше Лиен Гуен. Это лотки со всякими орхидными странностями, маленькими вульбофилумами, дендрами, природниками. И очень много у него всегда пафов. Все пафы с открытой корневой, но вот сколько я смотрела, обзоры там, как девочки все это дело привозят, сажают. Он, кстати, есть на Авито, если постараться и поискать, ссылки у меня нету. Но с пересылом он тоже продает, то есть не только на выставках бывает. Пафы приходят с открытой корневой, но вот все, кого я смотрела, высаживаете в удобный вам грунт, и вполне себе приживаемость у них вообще. Вообще у Лиена какое-то волшебство с этими пафами. Обычно все маются, то оно все скинет корни, то оно пересохнет, то оно замокнет. А все рассказы, которые я слышала про вот эти вот пафы с открытой корневой от него, у всех все здорово и замечательно. Дальше ребятки из Green Rare, да, они опять привезли варигатных дендробиумов. По-моему, они всегда на этом месте у них и стоят. И вот как раз к разговору о пафиопедилумах, мой первый именно от ребят из Green Rare.
по-моему, это было очень хорошее решение взять первые, да, вон они, пересаженные в их грунт. То есть я не морочилась, не вычитывала, во что это дело посадить. Я просто взяла у них готовый, аккуратненько поливала по краю, и все. И он растет, и он у меня цвел, вы это видели. Вот для первого пафа милое дело. Так, а мы пойдем дальше. Это зоосад 61. Да, смотрите-ка, угадала. Тоже у ребят всегда потрясающие поляны и много-много всего интересного. В этот раз они привезли цимбы, да, они стояли в этом углу, причем в первый день стояли, я раза 3 мимо проходила, и каждый раз стояли разные. Значит, они уходили, и ребята просто доставляли на их место чего-нибудь свежее. И опять огромные красивые антуриумы. Кстати, я надеюсь, что они на Монстериум привезут такие же тилансии. По-моему, я только у них в этот раз видела. Белые, очень тилансии, которые с жирной листвой, или как это называется, не ваи же, с жирной белой бородой. Вот, очень хочу. И у них всегда экспозиция такая прикольненькая, и с кашпо, и с подвесными улитками, и с креплениями. Кстати, вот именно у них, зоосад 61, вот эти вот поставки под тилансии, которые скруточки, спиралечки, подвесные, хочешь ставь, хочешь вешай. Я свои поставки брала там, и они, собственно, их туда и привозят. А это какая-то налина. Я боюсь ошибиться сейчас. Такая вот прикольная прикольность. Необычная картофелина. Да, я всегда цепляюсь за тилансии. Приз зрительских симпатий. Это вот там стоял небольшой ящичек, в котором все голосовали. И люди выбрали вот этот классный Desmodium, который, кстати, цветет и очень вкусно пахнет. Да. И вот такой вот горшок. Это настоящий горшок для настоящего бонсай. Лично для меня, которые поздравляются. Всем победителям вручают вот такую классную книжку. Японский. Гармоничной жизни. Набор грунтов. И Ваня. Да, я понимаю, что я молчу уже довольно-таки долго, но вот глядя на вот это вот все, да, вот на самом деле дыхание перехватывает, и прям вот хочется смотреть и просто любоваться. И просто любоваться. Ну да, и заодно обращать внимание на довольно-таки бюджетные цены для растений такого качества. Вообще я в восторге от качества растений, которые были представлены на орхидеуме. Это просто какая-то подборка всего самого-самого-самого. Пенивчики, да, в летнем цветении. И вот эти вот поляны мелких мультифлор. Это просто какое-то волшебство. Если позволите, я дальше просто помолчу и посмотрю вместе с вами. Я обойду. И пятое место завернул Девик и Лаина. Где-то там. А вот здесь. Его тоже много легенд, что он как бы, да, и поэтому им все болеют. Дайте мне вот эту орхидею. Как раз не попал. У нас есть традиция, на каждой выставке мы вручаем диплом участника. Сегодня такое красивое дерево с воскресенье. Ой, давайте. Она блестит на солнце. А вот это, Ой, трогаем. какой-то песок.
Брион, не Брион. Нету надписи? Нет. С цветами сакуры. Обычно за такими гоняются ягодоподобные что-то. Там несколько штук было. Но это самые лучшие корни. Это она прям блестит. Ну, здесь Можно попробовать найти название. Знаете как? не видно. По номеру? Да. Да, вот получаете Как Брион. Да. Кстати, Сан Саныч с нами участвует в первой выставке. И Какая красота. в этом году Вообще здорово. Так, все, я пошел дальше. Так, традиционно все прикладывают ладошку вот к этому делу. очень хотят. Звони, требовали, дайте номер, дайте номер. Просто поразительные. И он нарядный, треугольной формы, желтый, Елена Бельская. зеленый. Вот по дипломчику участника. Спасибо за... Напишите. Где-нибудь напишите. Еще раз тебя благодарим. Так, я сейчас... Держите зубок. Могу еще что-нибудь выкрутить? Так, Всего больше ничего не надо. Это коллекционный сорт священного. А опрыскивать можно? Нет, она не любит. Такие жесткие. Вот это она. А это тоже полторы стоит? Ну что, перевели? Да, вот. Здесь проверим. Проверяйте. Вот здесь писали. Вот это одно и то же, вот это и пришли. А это разные. А, это да. А, вот это? Нет, вот сюда. большое спасибо за приделанную. Я такой еще первый раз вижу. Ну ладно, я так боюсь, как я пойду. Нет, ну да, у меня, во-первых, по электричке. Во-вторых, мне надо как-то пакетом. Слушай, у меня, по-моему, одноразовая пятерочка. Что, нашли пакет? Да я вот типа пятерочку. Нет? Красивый, да? Это танец дракона. А это вот 400, это бабушка. То есть мы уже большую часть жизни активно ушли. Нам очень нравится, мы очень благодарны за какие-то хорошие приемы. Тебе понравилось? Это Екатерина Кабинет. Эта девочка уже отставила вот эту кучку себе, да. Кучку. Да. Ну, 5 покупаешь, хорошую скидку делаю. Хорошая сколько? Хорошая. Большое спасибо организаторам. Большое спасибо организаторам. Мы счастливы с вами сотрудничать. Надеемся, что будем встречаться с вами на этой выставке многие годы. Количество найти такой благодарный. Точка роста свободна. Так, а сколько у меня скинет? Что набрали? Я тут вас себе отложила. А вы куда снимаете? Иди сюда. И тех, кто... Блог Белка Сит. Вы блогер, что ли? Да. Только я уже без голоса, я буду потом переозвучивать, поэтому сейчас я могу просто на любую тему. Мне уже не хватает говорить. Так. Сережа точно будет на Монстериуме. Так, помашите Сереже, а Сережа помахал вам. Мы встретимся, я с ним буду снимать большой обзор, просто сегодня все уже устали, и Сережа тоже. Так, поехали дальше. Так, а это у нас кто? Кто? А, Грингарден. Мы, кстати, весной у Грингардена снимали
этот куриный папоротник. Я картиночку вставлю, который прям вот куриный-куриный. Ай, какая красота. Смотрите, смотрите. Да, я опять заговорила. Интересные дела творятся вообще на этом орхидеуме. Я думаю, что я как-нибудь вам потом запишу какой-нибудь белкин хвост именно с новостями, которые у меня. Это было очень странно. Начиная с того, что я на этом орхидеуме много всего выиграла. Так, на Монстериуме будете? Да. Green Garden будет на Монстериуме. Мы встретимся, снимем чего-нибудь большое и красивое. У меня от них папоротники растут как не в себя. Я вам уже показывала, как мне нравится, как вот выходят вот эти вот листики. Прям вот просто очуметь. Здорово же. Но у меня такого еще нету. Но мы на орхидеуме идем дальше. Мы пропускаем сопутку, потому что время уже почти 5. Опять-таки, я думаю, что на Монстериуме же я не буду работать. Нет, не буду. Значит, у меня будет время целый день ходить, снимать много-много частей вот этой вот всей зеленой прелести. Но я об этом еще никому не говорила. Но я на это очень надеюсь, что Людмила Оазис Миссис Смит на Монстериум все-таки приедет, и мы будем бродить вместе, разглядывать все и смеяться. Вот эта вот прелесть будет скоро цвести. Видели? Почему она еще здесь? Почему ее никто не купил? Почему ее еще никто не купил? Она уже скоро будет цвести. Она же такое красивое. Так. Такие вот ребята. На Монстериуме встретимся? Обязательно. Вы тоже без голоса, я тоже без голоса. Последний рывок и собираться. Так. У нас на самом деле еще с вами 3 прохода. Я пошла очень-очень коряво. Но мне хотелось как-нибудь необычненько пройти фиалки. Светик, вот у них я брала фиалку на первом Монстериуме. Помните, да? Когда Белка очень долго-долго говорила, что она не любит фиалки. И все-таки уехала с фиалкой. А вы на Монстериуме будете? Обязательно. Вот, они обязательно будут, значит, мы встретимся. Так, здесь ребятки уже собираются. Леди... Да. До вас так и не дошла. Бесполезно спрашивать, будете ли вы на Монстериуме. Подписывайтесь на наш контакт. На Монстериуме меня не будет, к сожалению, не будет. стола не хватило. А разве пускают на Монстериум? Орхидеи всякие. Да? Но ведь пускают всякие монстеры на орхидеум. Потому что Монстериума не было, а дальше оно понеслось по старой памяти. Смотрите, какая красота. Какая красота. Не, я так попрыгаю чуть-чуть, и потом все равно все дело буду переозвучивать, скорее всего. Потому что я уже хриплю. Я просто хочу обратить внимание, вот там Ксюша Малыш, художник. Да. И в создании дизайна моей группы она принимала участие. Мы взяли фотографии из орхидей моей личной коллекции. Ага. Она на их основании сделала очень красивые рисунки. И потом мы уже с дизайнером, с веб-дизайнером, использовали ее рисунки для того, чтобы декорировать группу. То есть вот это вот рисунки? Это рисунки Ксюши. То есть это рисунки? Вот это вот я... Вот это вот я понимаю дизайн. Это понадергивает это отсюда картина. Слушайте, здорово. Вообще здорово. Так, все, побежали дальше. Прям побежали. Так, значит, мы встретимся весной. Весной. Да. Так, ботанический чай. Вот здесь вот просто очень красиво. Очень-очень красиво. Такие красивые маленькости, такая блестящесть. Вы видите? Я так чуть-чуть переливается. И у меня получается снять, как оно все переливается. Ай-яй-яй, как здорово.
Вот это вот я понимаю фотография от садовника. Вот это я понимаю ход. Фласочки, смотрите-ка. Всего 8500. Сонины, офигеть. Здесь, оказывается, были фласочки. И вот такая вот мясная красота. Вот это сезам. А кто это? Мету Diamond Black Pearl. Аккуратненько, аккуратненько. Как же здорово. Так, побежали дальше. Побежали дальше в коечки. Все уже закрываются. Будете на монастериуме? Конечно. На этом же месте? Супер! Какая... Это кто? Тянет меня на какие-то черности в последнее время, да? Так. До монастериума. То есть я от этого стола вообще не отклеюсь, да? Давайте вот очень нравится. Ребята, я вообще ваш фанат, у меня много вашего всего. Так, сказала, чей я фанат. Вот это вот название. На монастериуме мы встретимся ровно здесь же, приезжайте. Вот эти вот очаровательные раз-два люди. Да. Так, а мы пока побежали дальше. И я очень постараюсь в более свежем состоянии отснять какой-нибудь обзор на монастериуме все-таки. Ну, я уже говорила, работать я на нем не буду. Это мы дошли до, по-моему, импорт-флоры. Так. Ну, кстати, даже под закрытие есть из чего что выбрать. Так. Вот это вот наше. Странненькое, темненькое. Так. Пробегаем. Тут зеленого цветка, бонсаисты. Это точно будет на монастериуме. Я в этом ничего не понимаю. А вот в этом вот понимаю. Оно живое, очуметь, да? На монастериуме, я думаю, что мы с вами более внимательно полазим. Вот этому вот всему. Хвоя от Вячеслава и Валентина. У них просто потрясающе. Вы же будете на монастериуме? Обязательно. Обязательно. На этом же месте? Нет, 142 стол, первый ряду. Так, еще раз. Стол 142, первый ряд. Вот, да, запомнили? Я вам еще перед монастериумом напомню. Так. Улыбка орхидеи. Сейчас. И снова внезапно Оксана Павловна. Так, веди меня, показывай, что у вас осталось интересного. А ну пойдем. Давайте, прямо сейчас сразу к вам разворачиваемся. Да. О, да, прям красиво-красиво. И не видно моих мешков под глазами, которые я после... Ой, какая... А сын Наталья. Машенька. Нет. Машулька. Дорогие участники выставки, экспоненты на выставке «Планета архитектуры». О, видели? Ага. Видели видео? Так. Так. Фонда. Если я вдруг что-нибудь не выговорю, я потом переозвучу. Фонды по 15 тысяч. А у меня снова есть фонда. Давайте вот так вот. Да. Почему снова? Потому что... Участники выставки «Планета орхидеи». У кого сейчас... Я свою продала, купила телефон. Пожалуйста. Продала телефон, купила фонду. Понятно. Нет, мне вчера Дана свою подарила. Так, Она давай. сказала, она отцвела, я обстрела цветоносы. Давай поинтереснее. Да, давайте. Пойдем. Так, сразу говорить, чего как называется, я могу не угадать и забыть. Я тоже. Если вдруг Так, чего-то знаешь. Если Давайте не знаешь, начнем не с будем. того, что для некоторых орхидеум начался в субботу, для нас орхидеум начался в понедельник. Уже заплетается язык, Да. мозги совсем сгорели, ноги стерлись до самого лобка, так что название могу не вспомнить. Все равно,
это не значит, что его не нужно показывать. Роскошная бабочка. просто Роскошная изумительная. бабочка. Роскошнейшая. Как звать Бог его маму знает. Так, пока достаем что-нибудь еще интересное, я покажу то, что меня цепляет. Вот такие вот маленькие штученьки. Ну, Загреб, само бабочка. собой, Загреб, да. Подожди, Он это еще не просто все. шикарен. Загреб пилор. Красоты просто необыкновенной. Ай-яй-яй-яй. А сколько он стоит с бешеной скидкой? Всего-то? Всего-то. Всего-то. Ай, прям вот достать из кармана и отдать. Это же Загреб. Так. Ну, это я показываю, что осталось на данный момент, что не Да. Веснушечки. Так. Веснушки трилипсы. А, в принципе, можно не доставать. Бабочки. Вот куда я могу долезть, я долезу. Да. Конечно, давай долезай. То есть все, что предоставлено, оно с людей наших полностью удовлетворено. Вот оно. Вот оно. А вот здесь вот. Вот что я люблю. Как Макдональдс. Это вот такие вот темные прелести. Мадонна. Почем Мадонна? Всего ничего, 5500. Шикарный. Жестер. Огромные, шикарные колокола. Внимание, цена. Всего-то. Джестер был от 40 до 50. Роскошные колокола. Мохнатая Урсула. Так. Дом Сторис роскошного качества. Поймали он толстый. Бриончик роскошный, невероятный бриончик. Сколько? Всего-то. Всего-то. А есть какие-нибудь, не знаю, мелочи, странности, типа там, то, что я люблю, как Макдональдс. Поскольку уже не воскресенье такая... практически закрытие, очень много уже закрытие. И медушечки мы были понимаем. роскошные, ароматные медушечки. Она почти зеленая. Да. Твою ж мать, она почти зеленая. 6800. Медушечек разобрали. У нас были роскошные полосатые медушки. Ой. Это дикари. Да, дикарей было огромное количество. Было дикарей два вида. Одни были чуть помельче, огромными шапками и с лиловыми крапушками. Эти дикари чисто белые. Ага. Качество роскошное. Цена сказка. Да. Много интересного, все не охватишь. Все в будущем, все хорошо. Надеюсь, у вас все получится дальше. Татьяна Мазрачева будет... Фламенко. Очень редкий товарищ. Его еще называют, если не извиняюсь, любовник Аббы. А сама Абба? А Аббы пока нет. Мне кажется, если бы я увидела Аббу, я бы все-таки... Мне интересно ее попробовать. Ой, какая мимими. Это Вот. бутанчики. Много очень интересного. Люблю я вот такие вот страсти, хоть убейте. Так, а ты кто темненький, такой красивенький? Непонятно. Роскошные капучинки, ну бесподобные капучинки. Да. Рюшистый краешек. А вот там вот стоят капучинки, у них ровненький краешек. Нет, у нас с почему здесь... Потому что Слушайте, нам ну ведь лично реально отбирают растения. Ай-яй-яй, одни сплошные понты. Не как-нибудь, лично отбирают. У кого отбирают? На плантации сразу наши менеджеры. Выезжают и вывозят. Нет, серьезно? Я сейчас без страха. Этот Дега? Нет. Нет. Но очень красивый, очень уставший и очень-очень зеленоватый. И зеленоватый. Ай. Ай-яй-яй. Очень крупный. Как же я люблю Те зеленоватый. цветочки, которые устали, были с ладонь размера. Угу. Потрясающе. Я очень люблю зеленоватые орхидеи. Какой черный кись. Какой прикольный.
Пансионыши роскошные. Это богемские, они Это ароматные, отбайки которые... А чем пахнет? Нет, мне не надо совать. Мне надо рассказать. Цветочный, цветочный. Чем-то даже чуть-чуть на гиацинт похож. Ух ты. Качество, как всегда. Ой, 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 красота какая. Как всегда. Обратите внимание Шикарно. на рисунок на наших этикетках. Это ж потом можно вот те остатки, которые у вас сейчас есть, это можно приехать в магазин и вывести. Конечно. Даже ж? Вот. Приезжайте к нам в магазин со вторника по воскресенье. Понедельник выходной. Еще раз повторю всем, да. По адресу Красногорск, почтовая 16, МЦД 2, Павшинов. Так, все, мы побежали дальше, а то меня там потеряют. Дорогая, Да. целую. Пошли собираться. Да. А вот эти вот товарищи точно будут на Монстериуме. Даже ж? Даже ж? Здесь же? Да. Здесь же? Приходите. По-моему, я у вас брала на первом Монстериуме перил срез. Мы рубили на месте. Прям рубите, его мне отрубили. Такая офигительная штука. В общем, вот этот вот срез, 2 дня он со мной ехал, вы завернули его во что-то, он начал корниться. Да. Я приехала, засунула в кокос с перлитом. Моментально, просто 2 недели он этот стакан заполнил. Но веточка с листиком первая появилась только на той неделе. Но листик прям растет не по дням, а на глазах. Да, она быстро растет потом. Приходите. Так, мы встретимся на Монстериуме, посмотрим все вот это вот еще подробнее. Так, а мы бежим на... Елена, кому? Эть. У Лены 2 места, 2 номинации. 2 место. Там все еще идет награждение, а мы бежим на стойку Орка-Рая посмотреть, что там осталось. А также 3 место в группе Новинцы Гибрид. А мы прям бежим. Вот, прибежали. Катюша уже все собирает, у нее целый веер. Все распродали. Ай-яй-яй. Почти ничего не осталось. И Раша, на этом месте мы скажем пока-пока. Домой. Второе место в группе Сан-Кис Мадонна. Фаленопсис Квест Пилорик Трилипс в номинации Фаленопсис. Так, все, ребятки, я пошла собираться. Я думаю, что я вам еще хвостичек запишу или чего-нибудь интересного вставлю в конец. А еще у нас с вами... Ой, это яичники наши. 3 место в группе Видовые. Так, а вот здесь вот я хочу очень-очень мельком вам показать, прям вот быстренько-быстренько. Это все мои подарки, которые мы будем распаковывать с вами вместе. И я выиграла Спаркса. Вот.